Для кого-то эта история покажется жизненной, кому-то она поможет сделать выбор в будущем. Но я поняла, что нафиг мне такая работа не нужна, и самое лучшее, что она мне дала, это увольнение. Моя ужасная работа. Что заставило тебя пойти работать, куда попало? То же самое, что и многих других. Безысходность. Вы наверняка видели вот этот ролик и знаете, что работу я начала искать с самого детства, потому что я понимала, что нужно будет как-то выживать, когда я съеду от родителей, а чтобы не сдохнуть от голода, нужны деньги. Могла бы просто жить у себя дома с родителями и не париться, ютиться впятером с родителями и сестрами в маленьком домике, который вот-вот развалится, это вообще не вариант. Да и атмосфера была такая, что каждое утро я просыпалась с мыслью сбежать из дома и жить другой жизнью. Только это заставляло меня жить дальше. Так, бумага, карандаши, кисти. Мам, где мои краски? Не знаю, я не брала. Так ты же их мелко в школу давала. Езжай уже на свои пары, надоело. Ты издеваешься? Смысл мне на живопись без красок ехать? Когда же ты уже съедешь? Надеюсь, как можно скорее. В 16 лет я собрала вещи, уехала, и возвращаться домой мне совершенно не хотелось. Я не знала, что будет дальше и что делать со своей жизнью, куда идти, если что-то случится. Понемногу восстанавливала психику и строила планы на будущее. Иногда по праздникам я все же приезжала домой, но находиться там было морально тяжело. Прости, я не могу больше здесь оставаться. Мне надо ехать. Вот, держи. Купишь себе что-нибудь вкусненькое. Только маме не говори. О, спасибо, мне как раз на дорогу не хватает. Да, папа помогал как мог, хотя ему нужно было выплачивать кредит и кормить семью. А после его смерти я больше не хочу возвращаться туда. С тех пор дом потихоньку умирает. Стены перекашиваются, мебель разваливается. Иногда кажется, что шкаф вот-вот на тебя упадет. Сейчас там практически невозможно жить. Все-таки настал момент, когда мне некуда было идти. Я жила у подруги какое-то время, искала работу и ела одну овсянку. Мне очень повезло в тот период встретить человека, с которым было проще переносить все эти трудности. Он на тот момент тоже оказался в сложной ситуации, но нас объединяло желание стремиться жить лучше. Мы сняли крошечную комнатку на краю города, кушали просрочку. Я заканчивала учебу ради никому не нужного диплома. Маникот даже помог мне ее оплатить. Наконец-то я защитила диплом. Мы поставили себе цели, заняли денег и рванулись зарабатывать в Москву. Кот надеялся повышаться и пахал как лошадь с утра до ночи. У нас с трудом хватало на еду, проезд и оплату жилья. Поэтому я срочно искала работу. Хотелось найти что-то по специальности. Диплом же есть, вот. Да только кому он нужен? В каждом объявлении указано опыт работы от 3 лет. А где взять опыт, если на работу не берут? Я каждый день ездила на собеседования в разные организации. Все нормальные места были уже заняты, и меня тупо никуда не брали. К тому же я вела себя очень неуверенно и застенчиво. Кот уговорил меня попробовать устроиться в салон сотовой связи, который был под домом. Но я же не разбираюсь в телефонах. Успокойся. Я уже там работал. Если что, буду тебе подсказывать. Там можно нормально заработать. Ладно, попробую. На собеседовании было очень много людей, и я была уверена, что меня не возьмут, поэтому особо не волновалась. И вау, меня взяли, как и всех остальных. Я прошла обучение, сдала экзамены, но на самом деле нужно было не просто продавать телефоны и сим-карты, а впаривать людям именно те телефоны, за которые больше платят. А кроме этого, впарить гарантию, страховку, симку, чехол, настройки. Короче, по максимуму сдирать с людей деньги. Но я не умею продавать, не умею впаривать. Эта работа полностью расходилась с моими принципами. Самые уязвимые люди – это бабушки и дедушки. Именно с них мои коллеги вытягивали все деньги, а потом они возвращались со слезами на глазах. Что это у меня в чеке, деточка? Я не покупала страховку, мне не надо это. Я занят, с ней общайтесь. Простите, я могу сделать возврат? Ты чё несешь? Вернуть ничего нельзя, а страховка вам пригодится. До свидания. Ты чё, совсем дура? Ну что ж, теперь моя любимая еда – это вода. Зарплата зависит от того,
насколько много ты впариваешь. Как вы поняли, моя зарплата равнялась 1/10 туалетного ёршика. То есть тупо оклад. Я никчемный продавец. За это каждую неделю на собрании на меня орал матом региональный директор. А после этого вообще наказали, отправив меня с нормальной точки, которая была прямо под домом, работать на другой конец города. Здесь кто-нибудь есть? Привет, я теперь тут с вами работаю. А где ваш директор? Да сейчас это вообще вчера, да, как круто было тебе. Он всегда так делает? Ладно, поняла. Привет, я новенькая у вас. Поможешь меня в табель вбить? Нужно, чтобы ты там пароль вбил на компьютере. Чё? Погоди-ка. Иди отсюда, не мешай. Да, я тебя слушаю. А как его директором сделали вообще? В такой обстановке я и работала оставшееся время. Кроме того, он заставлял меня покупать сим-карты, чтобы закрыть план, и вбивать его в табель в те дни, когда он на работе вообще даже не появлялся. Когда я отказывалась это делать, он орал на меня матом и говорил, что уволит. А однажды я пришла на работу, посчитала кассу, а там не хватало денег. Он решил, что можно просто взять их себе и пойти домой. Я много раз говорила регионалу, что не могу работать с этим отморозком, но он валил все проблемы на меня. Меня перевели на другой магазин, к пухляшу, у которого все время обед, а в магазине куча странных мешков, хлама, висела его одежда, чайник, дошики. Оставалось только кровать в подсобке поставить. Хоть кого-то ко мне прислали. Я без выходных уже год работаю. Давай завтра выйдешь одна, я хоть посплю дома. Ладно, окей. И я спокойно работала с пухляшом целую неделю. Но спокойствие мое длилось недолго. Пухляша хотели уволить и прислали вместо него этого... О, нет, опять ты! Чё, пухляш, ревизию будем проводить? Принимайте нового директора. Это что за мешки с чехлами? Они не числятся. А это что? Тоже. Товара не хватает на 600 тысяч и 400 лишиком. За все это тебе придется платить в сумме 1 000 000. Ты либо увольняешься прямо сейчас задним числом, либо на тебя все это повесят. Но, ладно. Я поехал в офис увольняться. А что будет с лишним товаром? На помойку куда еще? Могу я забрать его? Здесь нет. С помойки забирай, что хочешь. Пухляш каким-то образом все-таки уволился задним числом, а вся эта сумма в 1 000 000 повисла на мне. Это как? Я же всего неделю здесь работала. Ты не считала магазин, когда пришла. Совсем дура. Будешь всю жизнь выплачивать с твоей-то зарплаты. Либо из зарплаты вычитать будут. 1 000 000 это же вообще нереально заработать с моей зарплатой. Все мои мечты разрушились в один момент. Этот город явно не для такой наивной сопли, как я. Почему во взрослой жизни все так жестоко и несправедливо? Почему, чтобы чего-то добиться, нужно быть безжалостным тираном? Мне даже некогда было рыдать в подушку, потому что я вставала рано утром на работу, а приходя домой, отключалась прямо в рабочей одежде. Настя, проснись, кушать будем? Нет, я сплю. Ладно, я сам поем. Смотри, у меня мороженка. Будешь? Спать хочу. Отстань. С таким графиком у меня упал иммунитет и интерес к жизни. Однажды к этому 18-летнему недодиректору прислали девочку-стажерку. Привет. И чему он будет ее учить? Как удобнее лежать в подсобке? Когда я стажировалась, меня даже близко к кассе не подпускали. На следующий день. Так, Настя, мы тут кассу посчитали, не хватает 20 тысяч. Решили делить на всех. Да блин, посмотри по камере, кто взял, с него и бери. Ты дольше меня здесь работаешь и не знаешь, что это муляж. Что? Реально муляж? А у своей стажерки ты спрашивал? Она уже всему научилась. Это либо она, либо кто-то из вас. Завтра, чтобы деньги были в кассе. После работы я собрала сопли в кулак и написала ему, что не собираюсь отдавать большую часть своей зарплаты. Тем более, что на мне еще висит этот 1 000 000 долга и почему-то никуда не исчезает. На что он стал покрывать меня матом и угрожать. Я была уверена, что это сделал
он, решив подставить девочку-стажерку. И к тому же он и до этого брал большие суммы из кассы. Я сообщила об этом службе безопасности. Они, видимо, давно за ним наблюдали. Я показала им все его сообщения, и этого было достаточно, чтобы его уволили. А меня с этого магазина перевели на другой. Там все заболели свиным гриппом, и некому было работать. Я поработала там пару дней, тоже заразилась свиным гриппом и ушла на больничный с температурой 40. Даже валяться в больнице было приятнее, чем работать там. Так что после этого я больше не выходила на работу, а моя трудовая книжка до сих пор валяется там. Лайк, если не хочешь работать в таком месте.